Medicare. Medicare – это базовая программа медицинского страхования нашей страны для лиц в возрасте 65 лет или старше и для многих лиц с инвалидностью. Не следует путать программу Medicare с программой Medicaid. Medicaid – это программа медицинского страхования для лиц с низким доходом и ограниченными материальными ресурсами. Работа программы Medicaid осуществляется органами социальных служб на уровне штата. Некоторые лица имеют право на участие только в одной программе, в то время как другие могут иметь право на участие и в Medicare, и в Medicaid. Части программы Medicare. Подписка на программу Medicare, часть А и часть Б, осуществляется программой Social Security. Часть А Medicare страхования и госпитализации помогает оплачивать стационарный уход в больнице или в учреждении с квалифицированным сестринским уходом в течение ограниченного времени после пребывания в больнице. Часть А также оплачивает некоторые виды ухода на дому и уход хосписа. Часть в Medicare страхования медицинских услуг помогает оплачивать услуги врачей и других поставщиков медицинского обслуживания, амбулаторное обслуживание, медицинский уход на дому, медицинское оборудование длительного пользования и некоторые профилактические услуги. Страховой план Medicare Advantage, ранее известный как часть С, включает все льготы и услуги, покрываемые частью А и частью Б, рецептурные лекарства и дополнительные льготы, такие как страхование зрения, слуха и стоматологических услуг, объединенные в одном страховом плане. Часть D Medicare страхования рецептурных лекарств Medicare помогает оплачивать лекарства, отпускаемые по рецепту. Кто соответствует критериям получения части А Medicare? Большинство людей подписываются на часть А по достижении возраста 65 лет. Лица, соответствующие критериям получения пенсионного пособия Social Security или пособия Railroad Retirement Board, автоматически соответствуют критериям получения части, а кроме того вы можете иметь право на пособие на основании заработков супруга-супруги, в том числе супруга-супруги, с которой вы состоите в разводе. Некоторые лица имеют право на часть А, так как они являются государственными служащими, не покрываемыми Social Security, но платившими налог в Medicare. Если вы получали пособие по инвалидности Social Security в течение 24 месяцев, вы будете иметь право на получение части А. Если вы получаете пособие по инвалидности Social Security, так как вы страдаете боковым амиотрофическим склерозом, болезнью Лу Геррига, вам не потребуется ждать 24 месяца, чтобы получить право на часть А. Кроме того, лица с необратимой почечной недостаточностью, которым требуется поддерживающий диализ или пересадка почки, имеют право на часть А, если они проработали в течение достаточно длительного периода времени или являются супругом, супругой или ребенком такого лица. Если вы не отвечаете этим требованиям, возможно, вы сможете получить страховку госпитализации Medicare, оплачивая ежемесячный взнос. Для получения дополнительной информации позвоните по нашему бесплатному телефону или посетите веб-сайт medicare.gov. Яд лиц, подвергшихся воздействию экологически опасных веществ, имеют право на получение части А и могут подписаться на часть Б и часть Д. Это относится к лицам, имеющим заболевание, связанное с воздействием асбеста, которые находились в округе Линкольн штата Монтана в течение по крайней мере 6 месяцев не позднее, чем за 10 лет до вынесения диагноза. Кто соответствует критериям получения части в Medicare? Практически любое лицо, соответствующее критериям получения части А, может получать часть, за которую обычно взимается ежемесячный взнос. В 2020 году стандартный ежемесячный взнос составляет $148.50. С лиц, имеющих более высокий доход, взимаются более высокие страховые взносы. Страховые планы Medicare Advantage. Любое лицо, получающее часть А в Medicare, может подписаться на страховой план Medicare Advantage. Страховые планы Medicare Advantage включают планы Организации управляемого здравоохранения, Health Maintenance Organization, ХМ, сокращение по-английски. Планы Организации рекомендованных поставщиков медицинского обслуживания, Preferred Provider Organization, П, сокращение по-английски. Частные планы с сдельной оплатой, ФЕ, подчеркивание for Service, ФСФФ, сокращение по-английски. Планы для лиц с особыми потребностями, Special Needs Plans, СБНС, сокращение по-английски. Помимо страхового взноса на часть B Medicare вам, возможно, придется платить дополнительный ежемесячный взнос за дополнительные льготы, предлагаемые планом Medicare Advantage. Кто может получать часть D Medicare? Любое лицо, подписанное на основную программу Medicare, часть А или соответствует критериям получения части D, страхования рецептурных лекарств. Льготы части D можно получать в виде отдельного страхового плана или включенными в план Medicare Advantage,
если вы не подписаны на частный план Medicare со сдельной оплатой, ФСФФ. Льготы страхования лекарств действуют одинаково в каждом плане. Подписка на часть D Medicare не является обязательной, за нее взимается дополнительный страховой взнос. Когда следует подать заявление на участие в программе Medicare? Если вы еще не подписаны на Medicare, это нужно сделать, позвонив в Social Security приблизительно за 3 месяца до своего 65-го дня рождения. На Medicare следует подписаться, даже если вы не планируете выходить на пенсию в возрасте 65 лет. Если вы уже получаете пособие Social Security или платежи Railroad Retirement Board, мы свяжемся с вами за несколько месяцев до того, как вы получите возможность подписаться на Medicare, и вышлем вам информацию. Если вы проживаете в одном из 50 штатов в Вашингтоне, округ Колумбия на Северных Марианских островах в Гуаме, в Американском Самоа или на Виргинских островах США, вы будете автоматически подписаны на части А и в Medicare. Однако вы можете отказаться от подписки на часть, так как за нее взимается страховой взнос. Вы не будете автоматически подписаны на план страхования рецептурных лекарств Medicare, часть D. Часть D не является обязательной и выбирается добровольно. Для получения новейшей информации о Medicare посетите веб-сайт Medicare.gov только на английском языке или позвоните по номеру 1-800 Medicare 1-800-633-4227 или по номеру T1-877-486-2048 для лиц с полной или частичной потерей слуха. Примечание: если вы не подпишетесь на части B и D, как только получите на это право, вам, возможно, придется платить штраф в течение всего времени подписки на части B и D. Кроме того, вам, возможно, придется подождать периода подписки, что задержит вступление страхования в силу. Лица, проживающие в Пуэрто-Рико или за рубежом, не получают часть автоматически. Им необходимо выбрать ее. Для получения дополнительной информации смотри Medicare Publication No. 05-10043, документ номер 05-10043 только на английском языке. Если у вас есть Health Savings Account СХА, сокращение по-английски. Если на момент подписки на Medicare у вас имелся счет СХА, вы не сможете откладывать средства в СХА после того, как вступит в силу покрытие Medicare. Если вы будете откладывать средства в СХА после вступления в силу покрытия Medicare, вам, возможно, придется заплатить налоговый штраф. Если вы хотите продолжать откладывать средства в СХА, вам не следует подавать заявление на Medicare, Social Security или пособие Railroad Retirement Board, ORP, сокращение по-английски. Примечание: страховое покрытие по бесплатной части А начинается за 6 месяцев до дня подачи заявления на участие в Medicare, или пособие Social Security, ORP, но не ранее первого месяца вашего соответствия критериям участия в Medicare. Во избежание налогового штрафа вам следует перестать откладывать средства в СХА не позже, чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в Medicare. Дополнительная помощь с оплатой рецептурных лекарств по программе Medicare. Если у вас ограниченный доход и материальные ресурсы, вы можете иметь право на получение дополнительной помощи с оплатой рецептурных лекарств по части D Medicare. Роль Social Security заключается в том, чтобы помочь вам понять, как получить право на дополнительную помощь и обработать ваше заявление на ее получение. Для того, чтобы узнать, как получить дополнительную помощь или подать заявление на ее получение, позвоните в администрацию Social Security по бесплатному телефону или посетите наш веб-сайт www.sa.gov Extra Help только на английском языке. Помощь с оплатой других расходов программы Medicare. Если у вас ограниченный доход и материальные ресурсы, администрация вашего штата может оплатить ваши взносы Medicare и, в некоторых случаях, другие расходы, такие как франшизы, доплаты и совместное страхование. Только администрация вашего штата может принять решение о наличии у вас права на получение помощи по этой программе. Если вы считаете, что имеете право на получение помощи, обратитесь в отделение Medicaid, в социальные службы или в организации по оказанию услуг здравоохранения и социальных услуг. Посетите веб-сайт Medicare.gov Contacts только на английском языке или позвоните по телефону 1-800 Medicare 1-800-633-4227 T1-877-486-2048, чтобы узнать номер телефона этих организаций.